Приветствую вас в своем летнем июньском саду. Хосты нас заждались. Сегодня расскажу про королеву тени в наших садах. Хосту. Увидите, где я посадила свои 33 куста хост. Расскажу о том, как совершенно бесплатно и неожиданно я стала владелицей сортовых хост. Поделюсь, как я за ними ухаживаю, каких соседей она любит и живет дружно. Подпишу названия сортов, которые определила. Честно говоря, названий сортов мало, точно скажу. Несколько все-таки я купила, например, большую хосту T-Rex. Захотелось высокорослую такую. А остальные сорта определяла, потому что, я не знаю, они свалились мне на голову, так сказать, эти хосты. 33 хосты. Это неприхотливое и очень эффектное растение точно растет у вас в саду. Я не исключение. Планируя еще на бумаге свой сад, выделила для них тенистые и одновременно доступные для ухода места. У меня они посажены только в 2 локациях и нигде больше. Нигде. У лавочки хвойная композиция, именно вот эта, где белая гехера. И вдоль дорожки в ногах у рододендронов. Сейчас чуть дальше мы там увидим. Вдоль бордюра, бордюром таким. В первый год я ее по всем тенистым местам порассаживала в саду. Делила, переделила те кустики, занимала все, где мне казалось будет ей хорошо, места. А год спустя посмотрела, и картинка в саду мне совершенно не понравилась. И выглядели они у меня как-то, совсем не так. То тут, то там, то сям, без всякой логики, топорщились непонятного вида маленькие хосточки. Что-то, наверное, я делала не так, потому что картинки в интернете какие-то совсем другие были. И я не так себе сад с хостами представляла. Я решила провести работу над ошибками, и к каким же выводам пришла, я вам сейчас расскажу, как у меня получилось вырастить вот такие хосты, которые Мия разглядывает. Их можно наблюдать, стоя на террасе с Пьером де Рансаром в ногах у рододендронов наших. Хоста вообще растения для начинающих садоводов, но есть моменты, которые надо учитывать, приглашая их пожить в свой сад. И один из главных вопросов, как обычно, куда же нам посадить хосту? Грунт у этих красавицы абсолютно не требовательный. У меня на участке суглинок, им нравится. При посадке я никакой другой грунт не добавляла. Вот так выглядят они, когда рододендроны цвели. А так встрепенулись и уже больше стали сейчас. А вот они дружат с садовой гвоздикой. Сейчас я уже подстригла эту садовую гвоздику, и они красуются сами по себе. У меня они ровно полдня принимают солнечные ванны и говорят спасибо. Видите видео на солнышке. Вы спросите, как же так, хосты же тень любят. Тень они любят, но сажая хосты, делайте это все-таки без фанатизма. В глухую тень не сажайте. Там они не наберут яркости и сочности листвы. Всем растениям для жизни солнце надо. Просто надо дозировать солнечные ванны. Единственный момент у меня на участке, что от разросшихся хвойных и рододендронов на них все-таки падает рассеянная тень. Если вы посадите на голом участке, на солнышке, то там они точно сгорят. Солнце по кругу ходит, и то слева, то справа на них до первой половины дня солнце рассеянное попадает, а где-то с часу, с 2 часов уже тень глухая от забора. Расскажу вам сейчас маленькое правило, если совершенно не понимаете, где посадить свою новую хосту. Вот эта самая карликовая разрослась,
малюсенькие листики. В народе ее называют зайчьи ушки. По-моему, зайчьи или медвежьи, не помню. Значит, какие правила? Если листва у хост с белыми разводами, узорами, каймой или рисунок на листьях пестрый, то эти сорта могут часть дня быть на солнышке. Вот у этой, видите, узоры по листьям. Но белых полосочек немного. Я вот так подписывать буду сорта, которые более-менее уверена, что знаю. Значит, чем больше пестроты на листьях, тем больше солнца они могут принять на себя. Чем затейливее узоры по листьям хосты, тем больше такие хосты любят подкормку и влагу. Но вообще хочу сказать, исходя из 4-летнего уже опыта, что хосты полив любят и по листьям дождевания. Дальше хосты с голубыми и темно-темно-зелеными листьями любят притенение. Вот это, по-моему, T-Rex. Он у меня еще по колено только, но потенциал виден, что пошел в рост. Значит, с темными листьями и особенно голубые хосты на солнце выгорят. Потеряют свою голубизну голубые, а темные будут больше зеленые, а не темные. Хосты с желтыми и золотистыми разводами, узорами любят солнышко. Это я удалила цветоносы. Я не люблю, когда хосты цветут, и они на себя цветочки забирают. Силу, энергию, листья потом такие слабые. Но это я сейчас уже знаю. Первые года-то я за цветочками наблюдала, но они меня, честно говоря, не впечатлили. Второе, что я узнала про эти красивые тенелюбивые растения, это то, что хосты не любят деления. Ну, как бы делить их можно и легко. Смотрите, как капли красиво на листьях лежат и не скатываются. Именно за это я люблю хосты поливать и дождевать, и наблюдать потом за этими каплями. Расскажу, как ожог, чтобы не получили листики, что делать. Хосты не любят деления. Их делить легко и просто. Просто взял лопаткой маленькой садовой, поделил этот корень, как я первый год, и второй даже на много кустиков, деленочек рассадила, но переносят-то сам процесс они хорошо, но на время останавливаются в росте. Я это поняла и, оставив их в покое на 1 год, заметила, что они встрепенулись и стали расти, а не выживать и пытаться опять наращивать листики свои красивые. И я их оставила в покое. Ну, у меня их уже очень много. Значит, вывод. Делите хосты не очень часто, а лучше редко. Капли переливаются. Подкормки. Хосты очень отзывчивы на удобрения. Если вы ничего с ними не будете делать, а только поливать, они, конечно, вырастут. Но для превращения в огромный сказочный куст им понадобится несколько лет. Я периодически опрыскиваю их удобрением. Когда розы, прохожу плантофолом и по хостам. И вы сразу видите результат ваших забот, как встрепенутся листики. Сочные, зеленые, красивые. Настоящая королева сада хоста. Полив они любят, хосты. Я сказала, что я люблю дождевать их. Так вечерком выхожу и душем поливаю их. Но надо поливать, когда солнца нету. Поливать вечером надо, чтобы ожог листики не получили, потому что капелька, которая остается на солнце, как линза, работает и может прожечь, и останутся желтые, как точки, капли. Вы будете думать, что это или болезнь какая-то, или что. Лучше вечером. Ну, тут просто дождь прошел, поэтому вы спросите, а почему же вы на солнце поливаете? Дождь был. Я сразу после дождя, пчелка.
побежала и сняла красиво. На хвостах, на листьях красиво капли. Зимой, как я ухаживаю, с розы вот с этой, я про нее, про опору рассказывала, Вестерленд, осыпаться стало листья, надо убирать. Вот этой название не знаю. Многие не знаю. Значит, зимой я их ничем, корни, не мульчирую, не укрываю. Единственное, листву я срезаю у хост. Я читала, что некоторые оставляют, я срезаю листву, потому что она некрасивая, лежит и ну, как-то непрезентабельно выглядит. Можно хвойным опадом немножко присыпать, все-таки, чтобы земля и корни у них не пересыхали. В этой аллее они у меня бордюром посажены в шахматном порядке с шагом 30 сантиметров в 2 ряда, а в этом году я 3-й ряд досадила, чтобы они ноги рододендроном позакрывали. У хост корневая система не глубокая, но широкая. Учитывайте это при посадке, когда будете копать яму пошире. Сейчас как раз расскажу, как же я нашла свои 33 вот эти хосты. Посчитала специально сколько. 4 года назад мы продали все нажитое и купили коробку дома в Киеве. Я рассказывала, маленькое видео есть на главной странице. Жить там было еще нельзя, и поэтому мы сняли избушку на курьих ножках. Совсем такой дом, маленький, страшненький, но так получилось. Неподалеку, чтобы от нашей коробки, чтобы можно было быстро ездить на стройку. Так вот, в один из дней мы поехали в супермаркет, дело было в конце февраля, и на полпути вдоль трассы заметили, что садовый центр, там был садовый центр понад дорогой, вывозит и выкапывает свои растения. Я решила остановиться, и оказалось, что они переезжают в срочном порядке. Почему и как, я не знаю, но растения выкапывались срочно и продавались за символическую сумму. На обратном пути мы купили 2-метровую тую смарагд, это моя первая туя, возле лавочки она растет, по цене малюсенького саженца. Ну, вы спросите, а где же хосты? Спустя неделю мы опять проезжали мимо, ну и я из любопытства посмотрела, что же там и как. Стояла уже пустая площадка и куча мусора на вывоз. Я попросила мужа остановиться, как чувствовала что-то, подошла ближе, и в этой куче земли, поломанных горшков, я что-то увидела. Рабочие, видимо, освобождая хорошие горшки или просто по незнанию, просто повыбрасывали землю с корнями. Куча каких-то спутанных корней непонятных. Что это за растение, я тогда не знала. По наитию пошла, взяла пакеты из машины и сложила мочалки корней и веточки какие-то, и все, что могла унести. Не все, конечно, вот сколько там, 2 или 3 пакета она собирала, принесла это богатство в машину. Муж долго на меня смотрел, а потом спросил: куда ты все это будешь сажать? Мы же еще не переехали. А я ответила: поехали за горшками. Посмеялись и поехали в магазин покупать горшки. Так в моем саду появилось много хост. Это я потом узнала, что это хосты, когда не корни, когда корешки посадила, и в конце марта, в апреле пошли листья, и я увидела это хосты. Также у меня оказался пузыреплодник, из которого я зонт делала. Одна веточка с корнями, я ее принесла. Астильба белая. Очень красивая. Так вот, сортовая яблоня с огромными темно-бордовыми и сочными яблоками. В прошлом году она первый раз нас удивила яблоками. Тоже я ее вот так нашла. Еще куст рябинника, как я потом определила по веточкам. Заговорила я вас про свои хосты. Сейчас расскажу, какие же компаньоны хосты любят. Как вы уже из видео увидели, у меня в компаньонах у хост астильба. Она тенелюбивая, хосты прикрывает от солнышка листиками. Лучший вариант.
Хвойные растения. Хвойные растения, тут и объяснять ничего не надо. На их фоне, на темно-зеленом, разводы белые, узорчатые по хостам, просто украшение сада. У меня еще посажена садовая гвоздика между хост в аллейке, вы уже видели. И рододендроны, куда же без них. Они тенелюбивые, рододендроны тенелюбивые. Барбарисы, вот на фоне темного барбариса бордового хосты тоже играют красками. Единственное, что хочу сказать, какие-то яркие цветы я бы не советовала сажать рядом с хостами. Они перекроют красоту листьев и отвлекут от хост внимание. Поэтому у меня хосты посажены все вместе и красуются только друг перед другом. Мне хосты нравятся очень. Пишите в комментариях свои вопросы и до встречи через несколько дней на прогулке по саду в июне. Уже конец июня. Кстати, а вы заметили, что день уже стал укорачиваться? Все, дело к зиме. А вроде бы только-только лето началось. Надо успеть налюбоваться красками сада.